В 1997 году мы с моим мужем, соратником Романом Коржовым организовали общественный региональный благотворительный фонд «Центр современного искусства». Это была первая профильная организация в Самаре. 90-е были хороши тем, что было много все-таки разных институций. Там был фонд Сороса. Я помню соревнования между городской администрацией и областной. Были общественные организации. Сейчас это все-таки при наличии средств превращается в одну организацию, и поэтому нивелируется форма высказывания. Институций в Самаре сейчас немного. Практически это одна институция, это Министерство культуры, с которой все исходит. А это была другая институция, которая просуществовала до 2014 года. В 1999 году у нас стартовал этот проект «Ширяевская биеннале». Мы жили в Ширяево целый месяц, мы поняли обаяние этого места. И с самого начала, почему мы туда ушли, потому что это было место не просто очень красивое, это было место, где кончалась дорога. Вот такое место, где она кончается неожиданно в горах, оно дает тебе простор для воображаемого. Формат номадического шоу, он практически сложился сразу, но название пришло несколько позже. Почему номадическое шоу? Это симбиоз двух понятий. Культура номадов, которые движутся за скотом, и шоу с юмором. Шоу — это хорошо, такое западное. И сам принцип — это когда зрители идут за художником. И здесь непонятно, кто пастырь, кто паства. Они подходят к произведению, они его поглощают, съедают и движутся дальше. И авторы примыкают к этой толпе. Это длится все, около 7 часов. И добираться до нас нужно кораблем 3 часа. И точно так же плыть в Самару. Это такой пролог и эпилог событий. Стало быть, охватывается целый день. И впечатление от этого дня, оно больше, чем день. Потому что люди потом вспоминают, как шли вместе под палящим солнцем, как хотелось пить, как попали вдруг в травы, как попали в пещеры, где темно. Это все ощущения, которые обязательно связаны с проектами, которые, может быть, выступают в сознании позже, чем ты их увидел. Это была важная часть. Прохождение, именно идея пути, она стоит в основе этого номадического шоу, потому что это мистерия. Мистерия — это всегда некий выдох и выхлоп, с ней достаточно сложно работать, но она позволяет аккумулировать энергию. Например, на 8-й биеннале у нас был отличный проект художницы из Австрии, когда она приехала, сказала: слушайте, здесь нету доминанты какой-то площади в этом селе. И поставила огромный столб с лентами, и сделали такой художественный перформанс, когда все там вокруг ходили, своеобразным образом обвивали. То есть некая культовая площадка. И в то же самое время был перформанс, когда группа немецких художниц решила работать с фольклором, и взяли песню «И за борт ее бросает в набежавшую волну». Перформанс состоял в следующем, в том, что 4 девушки, выучив эту песню на русском языке, поют ее и заходят в Волгу. И идут до тех пор, пока вода не заливается им в рот. То есть это такое ясное высказывание, что это новое поколение, новые княжны, которые не дадут себя никуда бросить, сами войдут и будут отстаивать свое пение, свой голос, доколе это возможно. Я говорю сейчас больше не о продукте искусства, а о каких-то жизненных ситуациях, потому что Ширяевская биеннале — это все-таки социальная скульптура. Социальная скульптура, она всегда требует длительности, на мой взгляд, и она отражает
как зачерпни из ведра воду и ведро из колодца, это будет та же самая вода. Это всегда видно. На мой взгляд, Волга, она разная. Но вот какие-то общие корни есть, и в Самаре ярко выражена вот тема тела пейзажа. Пейзаж — это некая такая почва для размышлений, которая больше может выразить желание, метафизику места, понимание. Мы живем в таком месте, где не просто Волга. Степь свистит за нашей стеной, мы это чувствуем. Мы живем в городе, где полгода лето. Самара была купеческая, потом она долгое время была запасной столицей, называлась Куйбышев. А сейчас вот это все как-то слетает. Назвать это курортным городом тоже нельзя. Вот все люди, они все-таки склонны к созерцательности, они склонны уехать за Волгу, за рамки своего сознания. У них это заложено. Здесь есть очень большой потенциал. У нас вот чистый лист. А в Европе очень часто, поскольку там уже вторые леса, уже пережита травма, уже большой опыт, очень часто этот лист в клеточку. В принципе, вы можете не писать цифры в клеточке, вы можете и наискось, но они есть. И они формируют. И поэтому это, мне кажется, равноценные какие-то сложности и плюсы. Здесь какой плюс? Бывает что-то там маленькое, но растет из земли. Оно не в горшке. Потому что куда горшок двинули, туда и он двинулся. А здесь он так растет. Даже если это там куст у дороги, цветочек, который легко сорвать. Но, может, в силу того, что он у дороги, и вокруг ничего нет, а только пыль да ковыль, никто этого не делает. Для Ширяева это принципиально, то, что это было в маленьком селе. Идея уехать в безотносительную точку, собственно, для нас она даже не обсуждалась. Это бывает какая-то идея, которую ты всегда хочешь, ты с ней живешь. И мне кажется, это наверное, самая привлекательная черта в метафизике русских людей, что ли. Это то, что привлекает других, потому что все хотят выразить себя в ситуации, где не то чтобы все равны, а где нету вообще системы соревнования. Потому что этот русский месяц, все думают о том, как жить, а зачем. Он является притягательным. И, собственно говоря, художники из разных стран, они приезжают, и они говорят о своем. Но для меня всегда очень ценно, что они создают новые проекты на этой земле. Они воспринимают токи земли. Здесь не надо никаких пафосных слов говорить про прекрасную бескрайнюю Россию. Они это чувствуют. Самара была закрытый город. Она же называлась Куйбышев. И, собственно, это событие, это единственное международное событие, которое происходило столь долго. И я думаю, что оно произошло благодаря каким-то фантастическим силам. И важной заслугой все-таки я считаю то, что мы делали это всегда бесплатно и никогда не ограждали это событие рамками. К нам мог приехать любой желающий и своими ногами дойти до искусства. Мы сейчас сидим в художественном музее,
Для меня это очень дорогое место. Если раньше мы говорили, театр начинается с вешалки, и музей начинается с вешалки, то сейчас музей начинается с камер досмотра и кончается ей. А в Москве, как вы знаете, это в гипертрофированной форме. Проходят толпы, досмотр жестче, уже известен факт, что там человека привлекли к ответственности, его посадили за то, что он разбил произведение Репина, там Иван Грозный убивает сына. Как же так? Мы хотели от них интерактивности, но мы думали, что она будет прекрасная, что все будут в восторге, что все будут хлопать в ладоши и шептаться, ах, какая прелесть. А здесь произошла такая вещь. Человек прочувствовал, личностно понял, что он не может вообще смотреть на то, как отец убивает сына. Это личностная история. И вот совершил такой преступный, неадекватный поступок. И последовали как бы карающие действия. Но я глубоко уверена, что чем больше рамок, тем меньше доверия. Вы едете в баре, допустим, и там посещаете самое известное место, там храм с мощами Николая Чудотворца. Вы не видите никаких рамок. Там люди спокойно кидают туда свои записки с пожеланиями. Это опыт. Потому что вот оно у тебя не исполнялось 10 лет, а потом исполнилось. И ты думаешь, ах, какой я дурак, зачем я это просил, мне это совершенно не нужно. Это очень похоже на сталкера, это путь к себе. Никто не обращает уже внимания на, так сказать, какие-то вот ритуалы. Все хотят выразить себя. И как себя ведет в этом случае вот, вообще система культуры. Ведь ни на какой большой городской фестиваль или праздник невозможно пройти, не столкнувшись с этими рамками заслона. Мне кажется, это особый период, который, наверное, будет осознан позже, и какой из этого будет сделан вывод, будет зависеть от того, как мы его сможем пережить.